привет, дорогие друзья! Ева Реки с вами. Небольшая такая импровизация. Надеюсь, левый наушник в качестве микрофона сработает. Сейчас попробуем. Я нахожусь в самолете British Airways. У меня прекрасный, вот только что вкусный ланч. Продолжение моего дня рождения, день третий. Прекрасный был ланч. Я лечу бизнес-классом, и здесь очень хорошо. И поэтому, надеюсь, получится. Сейчас я проверю микрофон, насколько наушник работает как микрофон. Вам не сильно мешают посторонние шумы. Но в любом случае, пока я нахожусь в Лондоне, пока я еще, так сказать, купаюсь в этой энергетике, вокруг меня эти самые лондончане, вот, я хочу записать небольшую такую, знаете, методиагностику на Лондон. Какая у него энергетика, что он дает человеку, который там живет, что он забирает у человека, который там живет. И вообще, что происходит с человеком, когда он живет в Лондоне. Ну что, погнали, я попробую сейчас сосредоточиться. Делаю это первый раз, поэтому импровизация. На самом деле, давайте по тональности, какая в принципе там энергетика сейчас, на данный момент в Лондоне, 2024 год. Интересно, идет одновременно энергетика такая достаточно вязкая, немножко такого серо-коричневого цвета, то есть это означает, что немножко, знаете, такая тяжелая вязка, то есть много людей находится в депрессивном состоянии, в сомнительном состоянии, в состоянии недовольном своей жизнью. Много людей, наверное, процентов 75 находится в таком настроении. Где-то 25 находится в очень хорошем состоянии, энергичном, прогрессивном, динамичном, желающим развиваться, совершать, мотивировать других, что-то создавать. Из этих 20% где-то 5% людей, может быть, даже скорее мне показывают 3%, с абсолютно чистейшей энергетикой, люди, которые, знаете, такие люди-солнышки, люди, которые дают другим людям, отдают больше, чем берут, поэтому таких людей на самом деле всего 3%, я смотрю, в Лондоне. Вот. Давайте посмотрим, то есть это в целом по людям, которые живут там сейчас, да, что еще можно про них сказать. Очень много людей хотят больше динамизма, больше хотят себе позволять жить более активной, интересной жизнью, но я просто смотрю в иллюминатор, у меня очень красивый вид, и мне так интересно, мне так проще смотреть и просматривать вещи, как раз смотря в этот горизонт, поэтому вы не думайте, я смотрю на красивый вид. Надеюсь, все-таки меня хорошо видно. И самое главное, чтобы меня было хорошо слышно. Так, дорогие друзья, поехали дальше. Значит, что еще? Где я прервалась? Значит, самое главное еще, что происходит с людьми, которые сейчас живут в Лондоне в целом. Какая у них задача сейчас духовная? Давайте посмотрим. На самом деле, самая главная духовная задача у людей, которые сейчас живут в Лондоне, несмотря на обстоятельства, погоду, настроение, экономические какие-то обстоятельства, поддерживать позитивный настрой, то есть оставаться в светлой, легкой энергии. Но очень, я же говорю, что где-то 70% людей это не удается, то есть людей тянет вниз и вниз, и они друг друга захватывают этой темной энергетикой. Вот, поэтому я к чему это рассказываю, поэтому почему, для чего. То есть вы когда будете переезжать, например, в этот город или выбирать его для жизни, вы должны будете понимать, что в этом городе, да, вот есть такая вот структура, есть такие обстоятельства, и что-то вы можете не сразу почувствовать, и поэтому я смогу вам дать эту информацию, и вам будет легче дальше с этим справляться. Вот, то есть духовный урок для большинства людей – это вопреки и несмотря ни на что оставаться в светлом расположении духа, в оптимизме. Вот, какие бы ни были обстоятельства. Поэтому очень многие люди помещены немножко в таких затхлые обстоятельства, в которых им хотелось бы большего, им хотелось бы большего движения, хотелось бы большего
скажем так, динамизма, я уже повторюсь, в этой жизни, но у них это не получается. Не получается, потому что их как раз урок, который нужно пройти, что несмотря в каких обстоятельствах находить способы, ресурсы, внутренние силы, с помощью божественной энергии любви для того, чтобы преобразовывать свою ежедневную жизнь именно в такую светлую энергетику. Вот, то есть не поддаваться унынию, не поддаваться депрессивным настроениям, а именно научиться с этим работать, научиться с этим справляться. Вот. Что сейчас происходит с людьми, которые переезжают в Лондон или которые сейчас вот в данный момент переедут в Лондон, что будет, как происходить, как он будет на них влиять? Давайте посмотрим. Значит, мне показывают, что очень молодым людям на первых порах, где-то месяцев 6, 7, 8, 9, когда они переезжают, будет давать большой, огромный запас энергии сам город. То есть люди будут давать город, обстоятельства. То есть будет большой такой, знаете, как ракета вперед. Потом, после того, как будет проходить 9 месяцев, вот общая энергетика города, общая энергетика всего населения, которое там живет, начнет вот это давить, знаете, вот как аура начнет немножко продавливаться. И вот этот урок, который сейчас проходят все люди, которые живут в Лондоне, да, на вот это вот, это скорее вот, если в других странах я смотрела, есть уроки на гибкость, на обстоятельства, я уже говорила, то в Лондоне именно на то, чтобы находить внутренний ресурс для преодоления любых ситуаций. Вот. Поэтому люди, которые будут переезжать в Лондон, для них очень важно именно научиться после того, как пойдет резкий такой подъем, потом, чтобы вас не засосало, научиться поддерживать этот уровень внутренней энергии, внутреннего позитива, потому что вот я посмотрела, люди вокруг очень многие очень напряжены и зажаты, у людей закрыта сердечная чакра, то есть у них закрыты две: вишудха, горловая чакра, нету свободного самовыражения, нету свободного общения. Я уже говорила, что вот это то, что люди не смотрят друг другу в глаза, это понятно, что есть менталитет, есть и так далее, но менталитет влияет на то, как тонкое тело человека реагирует на обстоятельства. Поэтому вот в этих обстоятельствах я заметила, что люди, у них немножечко подавленная энергетика из-за того, что у них по горловой чакре нет взаимодействия, легкости, да, и по сердечной чакре тоже все закрыто, то есть еще большие преграды у всех. Поэтому те, кто будут переезжать, им нужно будет научиться, несмотря на эти обстоятельства, поддерживать свой личный внутренний энергию, потому что общее население будет очень сильно давить вниз, да, на вот эту закрытость, на вот эту отрешенность, на подавленность. То есть даже вот я заметила по последним дням, то есть я все время сияющими глазами, я улыбаюсь и всегда радуюсь жизни, да, то есть бывают разные состояния, бывают разные периоды жизни, но в целом, да, то есть это общий мой настрой энергетики. Вот. У людей в целом я вот вижу, да, то есть это вот такие вот проблески есть, но в целом это очень низкий уровень энергии, низкий уровень вибраций. Вот. Если посмотреть, вот, что у нас на данный момент есть на Земле, от 1 до 10 уровень вибраций, высота вибраций, частота вибраций сейчас в Лондоне у общего слоя населения 4-6. Это невысокие вибрации, я хочу вам сказать, не самые высокие. То есть есть сейчас в мире города и страны, где есть 8, 9, и даже есть точечные места, где даже 10. Такая вот высота, частота вибраций. Вот, общий стресс, я говорю. Понятно, что есть единичные, как я сказала, 3, там 70% и так далее. Дальше поехали. Значит, что происходит с людьми, которые, допустим, живут в Лондоне, создают там семью и рожают детей, то есть которые вот приехали и хотят там развиваться, создавать карьеру, оставаться там надолго. Давайте посмотрим, что это будет давать людям. Потому что я знаю, что многие планируют туда иммиграцию, уже эмигрировали, и у многих есть сомнения, оставаться или нет. Давайте посмотрим на тех людей, которые будут переезжать в 2024 году сейчас и будут планировать там жизнь надолго. Но на самом деле в Лондоне начнутся более светлые времена, я смотрю, в ближайшее время, именно энергетические. Я не говорю про экономические, политические и так далее. Я говорю именно про энергетические, потому что больше будет приток населения туда сейчас именно светлых людей, то есть именно энергетически высоковибрационных людей будет больше приток в Лондон, поэтому там будет большой всплеск более светлой энергии, поэтому там будет достаточно комфортно таким людям. Вот. По поводу создания семьи, рождения детей, давайте посмотрим, что идет вообще на эту тему. Да. Но на самом деле город не
слово забыла, то есть неплодородный. Очень много шумов вокруг, очень много людей. Я надеюсь, что вам слышно меня хорошо. Сейчас я прервусь и проверю звук. Что я проверила видео, предыдущую часть. Я слышу, что есть шумы, конечно, самолета. Это неизбежно. Я в самолете нахожусь, но вроде бы мой голос хорошо слышен. И пока я еще здесь нахожусь в этой энергетике, все-таки продолжу видео, запишу. Я думаю, вы меня простите за то, что есть такие неполадки со звуком. Не получилось у меня, как я хотела записать в Лондоне, потому что я была там буквально 2 дня, и я на бегу все время, у меня качалась батарейка, и действительно не было просто даже секундочки просто сесть, но это, чтобы видео записать, ну, как минимум 10 минут сесть в каком-то более-менее тихом месте, а все рестораны достаточно шумные места, вы знаете. Вот, у меня все время были проблемы с зарядом. Вот, потому что кучу видео, влоги я записывала для вас. В ближайшие дни смонтирую, и все будет на канале. Давайте дальше поехали, да, то есть плодородность, да, уровень плодородности где-то 3-4, наверное, от 1 до 10, то есть место не самое лучшее для рождения детей, для создания семьи, то есть, ну, это непонятно, но в целом там, конечно, все способствует самому. Давайте посмотрим, для чего этот дом, для чего этот город Лондон сейчас. Я не смотрю сейчас другие города. Я думаю, что вы сами сориентируетесь. В принципе, общий срез, да, по Англии там какой-то будет, да, Лондон как центр этого пространства. Поэтому, что касается, что там больше всего сейчас стоит людям, которые бежать, что он будет давать больше всего, какое там самое лучшее развитие всего. Вы знаете, это даже скорее не карьерное развитие, а именно личностное. То есть люди будут получать огромный опыт, огромный личностный рост, я бы так сказала. То есть понятно, что кто-то будет строить карьеру, будут все люди разные, но люди, которые будут переезжать, это, знаете, как мне напоминает что-то, когда я в 18 лет из Харькова переехала в Москву. То есть я стала совершенно другим человеком, моя личность просто изменилась кардинально. То есть каждый переезд в другую страну, конечно, точно так же, как мой переезд из Москвы, допустим, в Стамбул, в Турцию, да, точно так же дал сильные изменения, да, так же, как и в Европу и так далее. Но я смотрю, что поэтому я смотрю переезд в Англию больше всего в ближайшее время, в 2024 году, в 2025 будет давать людям именно сильный личностный рост, колоссальный. То есть вибрации будет толкать все людей на то, чтобы повышать вибрации, и возможность будет очень колоссальной. В экономическом плане, я смотрю, в энергетике это не самое лучшее место. Сейчас начинается снижение на посадку, у меня буквально еще пару минут. Поэтому кратенько закончу. Поэтому на чем остановилась? Да? На том, что людям не хватает в Лондоне веселья. То есть внутренней радости, что есть, собственно, отражение высоких вибраций, силы духа. Этого, конечно, людям не хватает. Поэтому в поиске лучшей жизни для переезда в Лондон это не самый лучший вариант. Это хороший вариант для тех, кто хочет прокачаться, усилить свою личность, получить какие-то вызовы. Это прекрасная возможность получить такой, знаете, шар такой, динамичный такой, выстрел такой, да. То есть, может быть, там приехать на 6-9 месяцев на год, это действительно шикарно. То есть, если вы планируете там миграцию на там, 3-5 лет, не знаю, сейчас, мне кажется, это не самое лучшее место для таких шагов. Вот. Это мы говорим в контексте именно людей света, работников света, да, людей, которые хотят повышать свою вибрацию, которые настроены на то, чтобы самим работать, да, на своей духовной жизнью, да, повышать свои вибрации, учиться жить в состоянии любви, радости, гибкости, да, и избавляться от всех прошлых старых программ, да, как из болота, потому что там, когда я смотрю, в Лондоне, то есть люди не то, что живут в этих программах, они не хотят с ними расставаться, да, то есть они не готовы, не могут, это, знаете, вот как приблизительно, если вы поймете, о чем я говорю, то есть наши там, бабушки, прабабушки, почему с ними бывает тяжело очень. Поэтому, чтобы вы поняли, какая ситуация, то есть, понимаете, как с бабушками и прабабушками, да, то есть вы когда с ними общаетесь, вы чувствуете, что рядом очень тяжелая энергетика, старые программы, и с ними рядом долго и тяжело находиться. Вот в Лондоне точно такая же обстановка для многих людей с высокими вибрациями будет также ощущаться. Поэтому я думаю, что, друзья, очень коротенькое видео получилось. Самолет шумит, кричат дети, начинается посадка, у меня качается Story Space, даже удалила пару application для этого, чтобы записать видео, потому что у меня куча, просто тонна видео для влога из Лондона, которые я собираюсь делать, думаю, из 4 частей. В общем, что еще я хотела сказать? Вот на чем я прервалась, значит, по поводу, почему это дает очень большой личностный рост, да, переезд сейчас, потому что там очень много будет прорабатываться программ у людей. Вы знаете, как вот
бабушкой, с дедушкой вы общаетесь, про бабушкой, да, то есть вы как бы вам требуется очень много внутренних усилий, потому что там очень много тяжелых программ рядом, и вам, чтобы рядом с ними существовать, требуется большое, скажем так, внутренний стержень, да, для того, чтобы рядом с этим находиться и оставаться самому целостным после такого общения, гармоничным и не терять свое состояние, да. Поэтому вот в Лондоне тем, кто будет переезжать, будет именно вот такое вот ощущение, да? Вот, такие вот дела. Поэтому чего не хватает сейчас в Лондоне? Не хватает радости, веселья, это низкие вибрации, то есть когда не хватает радости, веселья, то есть когда в нем волнительно, стрессово, очень много тревожности, я смотрю. Но самое главное, что я вижу, даже главная проблема в Лондоне сейчас именно на энергетическом уровне, которую мне придется прорабатывать, это то, что я 30 раз уже вам сейчас повторила, наверное, это про состояние такой внутренней депрессивности, то есть люди могут выглядеть нормально, но внутренне у них очень угнетенное состояние, и это, конечно, очень сильно понижает вибрации, да, то есть у нас это называется слово уныние, да, но это что-то близкое к этому, да. Это даже вот близко не к унынию, а какое-то, знаете, безвыходность какая-то, вот какой-то, то есть ты не видишь свет в конце туннеля, ты видишь какую-то черноту, и люди как бы уже даже не надеются, то есть они просто живут, вы знаете, ну, это болото так и есть. Вот, поэтому, если вы планируете переезжать в Лондон, берите оттуда максимум, там есть есть хорошие районы, если вам интересно, может быть, запишу какое-то видео, есть районы, в которых там лучше селиться, да, именно энергетически более сильные, которые будут давать вам очень классный подпитку. Вот, соответственно, выбирайте места, выбирайте людей, будьте счастливы, и надеюсь, вам эта рубрика откликнется. Мне очень жаль, что... не жаль, но в общем, как получилось, да, что первое видео, и оно из шумного самолета, но я реально не успела это сделать в Лондоне, поэтому я пишу это в самолет Лондон-Бодрум, и я думаю, что это будет видео все равно кому-то полезно. Подписывайтесь, если вам интересно. Здесь будут мои влоги, здесь будет моя жизнь, здесь будут зарисовки, здесь будет диагностика людей, обстоятельств, ситуаций, городов, стран. И самое главное, будут всякие мои путешествия, красивые места, роскошные рестораны, прекрасные опыты всякие жизненные. Поэтому буду рада вашей подписке, вашему лайку. Оставляйте в комментариях, что вы хотели, чтобы я просканировала, посмотрела. Я к этому видео не готовилась, я сидела, вот уже там все надо собираться, потом думаю, блин, я же забыла записать вам обзор, который я пообещала, а раз пообещала, нужно выполнять. Поэтому я еще раз извиняюсь за качество звука, я не знаю, когда уже приземлюсь, я пойму, насколько этот звук хороший или плох, но я в любом случае это видео смонтирую и выложу, вот, потому что раз оно создалось, раз оно пришло, поэтому пусть оно уже на канале, ну, а там уже на ваш суд. Все, всем пока. Спасибо всем за поздравления, кто мне писал личные сообщения в WhatsApp. Это было с каждым годом, чем меньше ты находишься в активных социальных сетях, тем меньше людей про тебя вспоминает, поздравить в этот день. Но то небольшое количество людей, которые тебя поздравляют, просто греет сердце. Поэтому у меня были прекрасные выходные. Я думаю, что вы оцените насыщенность моего отдыха в моих следующих влогах, которые я выложу в ближайшие пару недель. Поэтому всем пока, всем целую.